Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами сравниваем две оболочки HyperOS 2 против HyperOS 3. В чем реальное отличие не только знаете в конкретных обзорах HyperOS 3, мы посмотрим в сегодняшнем видеоролике, сравним две оболочки, ну и в принципе я вам скажу свое мнение, стоит обновляться или же нет. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, если мы с вами возьмем два смартфона, которые являются актуальными на сегодняшний день, это Xiaomi 15, хоть уже есть и Xiaomi 17, и Poco F7. Соответственно, F7 у нас под управлением HyperOS 2 Global работает, а Xiaomi 15 под управлением HyperOS 3 китайская версия. Что вы сразу можете заметить? Ну, в настройках в целом все у нас остается по-старому, то есть там версии, ну и тому подобное. Единственное, что из новенького добавляется, это режим отладки, то есть это так называемый сервисный режим, когда вы сдаете условно там в сервисный центр свой аппарат, они в этот режим могут перейти, при этом не имея доступа там к вашим личным данным и фотографиям. В глобальной прошивке вроде бы как также данная история должна быть доступна. Ну и плюс немного поменялись вот эти градиенты, которые вы сейчас можете наблюдать. В целом по настройкам это и все. Ну и по разделу о телефоне в целом-то это и все. Если мы с вами возвращаемся обратно в настройки нашего устройства, то в целом по также этим всем ярлычкам все остается ну по-старому. За исключением там допустим той же батареи, ну и прочего. И теперь все самое интересное у нас, конечно же, будет находиться во всех этих подразделах. Если вас интересует вопрос по AI-улучшению, то, как я уже ранее рассказывал, в AI-поисковике у нас добавляется история как анализ результатов AI-поиска. На глобалке вроде бы также данная тема должна появиться, но будет это или нет, пока что неизвестно. По всем же оставшимся разделам, которые тут у нас присутствуют, в целом все остается по-старому. Кроме, есть еще такой моментик, это AI-перевод разговора. Если мы с вами сюда заходим, то здесь у нас должны появляться вот такие ползунки, а именно автоматическое распознавание языка и автоматическое включение или же выключение микрофона. На глобальной прошивке вроде бы как это также должно появиться, на некоторых устройствах это уже может появляться в HyperOS 2 Global с некоторыми обновлениями, но в большинстве случаев на аппаратах это появится уже в HyperOS 3. Но мы с вами возвращаемся дальше и идем в самый такой главный раздел, который у нас подвергся изменениям, это персонализация. Сейчас вы можете увидеть в сравнении два раздела, которые у нас на HyperOS 2 и на HyperOS 3. Конечно, визуально они полностью поменялись. Если мы с вами нажимаем на то, чтобы это все отредактировать, кстати, вот как вы можете заметить, я уже пытался приколхозить стили из HyperOS 3, но у меня, к сожалению, ничего не вышло. Тут, как вы можете наблюдать, что в целом вообще иная история по экрану блокировки в плане его наполнения. То есть, если я перехожу конкретно на него, мне вот дальше стили вот эти недоступны. То есть, мне нужно назад вернуться в HyperOS 3, чтобы это дело выбрать. Что же теперь касается по стилям? Опять же, как вы понимаете, у нас полностью тут редизайны, добавление нового, новые стили для экрана блокировки. В общем, по кастомизации каждый под себя сможет что-то интересное настроить. Плюс также хочу напомнить, что есть тут такая штука, как искусственный интеллект. Я попытался с ней поиграться, попытался какие-то сторонние фотографии использовать для того, чтобы мне там анимацию какую-то создало и прочее, но почему-то мне из сторонних картинок ничего не получилось сделать. Мне лишь только предлагало выполнять все на основе стоковых картинок, которые, ну понятное дело, всех не устроят. Если мы также еще с вами рассматриваем рабочий стол, здесь появляется быстрая кнопочка для получения размытия на рабочем столе. В целом это очень удобно. Если же в данном случае мы теперь возвращаемся с вами назад, и тут мы с вами, получается, должны выбрать раздел под названием Lock Style, только тогда у нас будут доступны все вот те стили, которые должны быть. По сравнению с тем, что у нас есть с вами на сегодня, оно выглядит следующим образом. То есть в разделе «Люди» у нас немного меняются стили, которые вот были в HyperOS 3 и в HyperOS 2. По пейзажам в целом ничего нового, как вы можете заметить, не добавилось. А по восточной эстетике также немного есть такие улучшения и новые стили. Опять же, не стоит ожидать, что прям что-то новое разработчики сюда завезут, но вот если, допустим, брать во внимание ту же классику, то выглядит на HyperOS 3 это в целом очень круто. Я вот на своем аппарате также эти стили использую. Также из нового по кастомизации это значки. Понятное дело, показывать на примере покафона нет смысла, потому что здесь как бы
бы-то стандартные унылые значки, которые не всем нравятся, но если, опять же, вы там будете играться темами и прочим, вы там это все сможете, понятное дело, под себя поднастроить. Плюс также мне нравится в Китайке, что есть быстрый переход к стилям. То есть, если вам не понравится вот этот новый типа айфоновский стиль, вы можете его поменять на классику или же на безграничность. Также, что у нас еще по кастомизации хотел бы отметить. Вот условно мы с вами имеем две шторки, две строки состояния, и вы можете заметить, что на HyperOS 3 также эта вся история меняется, и плюс шторка также получает редизайн. В целом выглядит более так освеженно, нежели в HyperOS 2, потому что эта шторка уже приелась и хотелось, ну, как бы-то чего-то нового. Плюс также вы можете заметить, на рабочем столе у меня такие очень крутые часы находятся. Это полностью сток, эта история вообще в принципе уже давно на китайском рынке, и хотелось бы такое получить и на глобальной прошивке. Но если вот условно мы с вами берем это устройство, заходим в раздел виджеты, опускаемся до того, пока мы сможем с вами выбирать приложения стоковые, дальше нажимаем на часы, тут получаем, допустим, сток, это тоже сток, дальше вот эти вот стили, ага, даже не так получается, оно должно у нас выглядеть. Мы должны полностью тут все раскрыть, нажать часы, ага, и вот тут у нас появляются как бы-то стили, которые мы можем выбирать. И вот теперь смотрите самое интересное. В глобальной прошивке проявляются такие часы по умолчанию, которые есть в китайской прошивке. Но как только мы их хотим добавить на рабочий стол, они у нас становятся такой тыковкой. То есть по факту у нас одно, а в реальности мы получаем другое. То есть скорее всего это некая заготовка на HyperOS 3 уже сейчас. По основным моментам мы с вами разобрались. Идем далее. Что касается рабочих столов. Опять же, на покафонах будет своя история в плане там фишек и прочего. На смартфонах Xiaomi, у которых системная оболочка, тут также будет совершенно другая история. Но результат будет один, что не будет третьего стиля объектов в недавних, с этим уже мы с вами смирились. По оптимизации, быстродействию и прочему, вот на HyperOS 3, как я уже рассказывал, в целом стало лучше, анимации работают куда приятнее, чем это было. Открывается все гораздо быстрее там в любые приложения, которые мы с вами выбираем. Это очень классно выглядит, и я лично удовлетворен тем, что разработчики в принципе сделали. Это выглядит очень круто. Открытие молниеносное, анимации прекрасные. Я ожидаю от глобальной прошивки именно такого результата. Ну и теперь, наверное, одно из самых важных сравнений, это, конечно же, добавление того самого островка, о котором все так говорили, который все ждали, и вот он у нас с вами. Если же мы хотим с вами еще поизвращаться, мы с вами запускаем еще параллельно и диктофон, он также у нас попадает в этот динамический островок. Плюс мы можем между ними еще переключаться, и в принципе также это выглядит очень неплохо. Плюс разработчики говорят, что они будут дорабатывать этот динамический островок в плане того, что будет расширяться поддержка приложениями. Не стоит ожидать, что компания Xiaomi прям сразу даст возможность все эти действия выполнять, но я думаю, что все-таки они прислушаются к своему комьюнити и позволят более так расширять возможности этого островка. Теперь с вами немного еще рассмотрим стоковые приложения. Вот что, кстати, интересно, глобальная прошивка получает обновление редактора галереи, оно глобальное, вот вы можете заметить, что нет никаких у нас там английских телодвижений, то есть все у нас локализировано. Так что вот глобалка почему-то решила последовать именно по такой стратегии, ну и в целом почему бы и нет. Но есть еще какой момент, что не всем по воздуху эта новая штука приходит, я имею в виду редактор галереи. То есть если вы хотите его поставить, в нашем телеграм-канале вся эта история присутствует. Что же касается камер, то соответственно вы можете поставить актуальную версию камеры на свое устройство, получить новые стили для рамки. Но на глобальной прошивке есть какой момент. Когда мы с вами, допустим, устанавливаем идентичные версии, вот вы сейчас можете это видеть, то не будет на глобалке работать возможность применения рамки. То есть условно по умолчанию вы хотите открыть настройки, выбираете водяной знак. Кстати, их тут очень большое количество добавилось. И то, о чем я еще не забывал рассказывать, это возможность их гибкой такой настройки и кастомизации под себя. Как только вы это все выбрали, делаете, допустим, вот фото, нажимаете на фотку, и у вас водяной знак пропадает. Да, это баг, и этот водяной знак можно обратно вернуть с помощью редактора медиа. Ну и по всем оставшимся, друзья, разделам все у нас остается по-старому. Где-то что-то причесали, где-то что-то подлампичили, где-то что-то подфиксили, ну и тому подобное. То есть больше ничего вы в новой HyperOS по факту и не увидите.
Ну и что же, давайте теперь с вами подведем такой итог. Что мы с вами увидели? Лишь только улучшения по кастомизации, увидели новый островочек, увидели там ярлычки новые, немножечко, возможно, там где-нибудь что-то по разделчикам разработчики перетасовали по сравнению с HyperOS 2. А так-то это и все. Многие, конечно, ожидают улучшения оптимизации, улучшения работы анимации, ожидают, в принципе, улучшенной работы смартфона в плане автономности, но как бы-то, опять же, не хочу вам лишних там каких-то надежд давать, не хочу вас как-то обнадеживать, и хочу вам сказать, что по сравнению с теми видеороликами, которые уже были на моем канале о HyperOS 3, где я рассказывал про автономку, то вот эти 10-15% улучшения автономности так и остались по факту. И то есть мы не говорим о том, что автономка вырастает там в разы, мы не говорим, что там батарея наоборот будет таять на глазах. В любом случае оптимизацию нужно выполнять своего смартфона, но, как говорится, это совсем другая история. Отвечая на вопрос, стоит ли обновляться сразу же, мой ответ неоднозначным, возможно, для кого-то покажется, и я скажу, что нет. Потому что, скорее всего, в первых прошивках будут определенные проблемы, и многих, возможно, HyperOS 3 может разочаровать поначалу. И только лишь когда будут выходить следующие обновления HyperOS 3, вот только тогда можно свое устройство будет обновлять. Опять же, все зависит от устройства к устройству. Если вы почитаете отзывы других людей, что они вообще в принципе согласны с тем, что оболочка работает прекрасно, проблем нет, кирпичей нет, бутлупов нет и прочего, ну в принципе вы можете обновиться. Но ко всяким обновлениям относитесь с некой такой осторожностью. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.